Птица помогла льву удалить нарыв, а на следующий день произошло нечто невероятное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Рассвет разливался мягким золотым сиянием над просторными равнинами национального парка Масаи-Мара. Легкий ветер приносил аромат высохшей травы и раскаленной пыли, а с востока доносился отдаленный крик павлинов гвинейских цесарок. Под тенью старой акации, одиноко стоявшей на краю саванны, отдыхал львиный прайд. В самом центре лежал огромный самец, мудрый вождь, некогда могучий и непререкаемый лидер, которого почитали и уважали. Его рык еще недавно мог потрясти воздух, а тяжелый взгляд заставлял врагов отступать. Но теперь его лапа была искалечена опухшим красным нарывом, каждое движение отзывалось острой болью. Неудачи в охоте преследовали его одну за другой. Ветер доносил запах стада антилоп гну, но самец уже не был способен броситься в стремительный бег. Сил едва хватало даже на короткий рывок. Молодые львицы смотрели на него с тоской и уходили к более сильным самцам. В прайде воцарилось уныние. Там, где раньше царила уверенность и порядок, теперь царили сомнения и голод. Постепенно здоровые львы покидали его, и он все чаще оставался один на бескрайних просторах, где лишь ветер и собственное тяжелое дыхание напоминали ему о жизни. Полуденное солнце безжалостно пекло, земля трескалась под зноем. Грива, некогда густая и красивая, свалялась клочьями, шерсть потускнела и утратила блеск. С исхудавшим телом и растрепанной гривой он тащил лапы в отчаянии, надеясь на чудо. Долгие дни скитаний окончательно истощили его, и однажды он рухнул под раскидистым баобабом, тяжело и прерывисто дыша. Стая птиц прилетела и принялась клевать засохшие плоды, упавшие с дерева. Хлопанье крыльев и стук клювов разносились по округе. Одна из птиц, любопытная, приблизилась к льву. Увидев распухшую опухоль, она приняла ее за странный плод. Клюв коснулся нежной ткани, лев вздрогнул и распахнул глаза. Боль была внезапной и жгучей, но тут же пришло облегчение. Гной вышел наружу, дыхание стало чуть свободнее. Птицы вспорхнули в небо, а он остался лежать, ощущая, как прохладный ветер касается его израненного тела. К вечеру он смог дотянуться до небольшого водоема. Вода была мутная и теплая, но для него она стала настоящей живительной влагой. Сделав несколько жадных глотков, он лег на сухую траву. Но уже следующим утром опухоль вновь раздулась. Гной сочился из раны. Жар охватил все тело, он дрожал и почти не мог подняться. Его глаза угасали, в них больше не было прежнего огня. Все, что оставалось — лежать и ждать. И вдруг тишину нарушил звук двигателя. По дороге медленно приближался патрульный автомобиль. Внутри находились два опытных рейнджера — Джозеф Овия и Даниэль Мутуа, которые проверяли территорию парка. Издали они узнали льва. Это был тот самый самец, которого несколько лет назад им удалось спасти из браконьерской ловушки. Воспоминание всплыло мгновенно. Его крик, полный боли и ярости, и облегчения, когда стальной трос удалось, наконец, перерезать. Но теперь перед ними лежала почти безжизненная тень того величественного зверя. Джозеф посмотрел льву прямо в глаза и понял — действовать нужно без промедления. Даниэль зарядил транквилизаторный дротик и прицелился. Звучал тихий хлопок. И через несколько минут лев погрузился в глубокий сон. Рейнджеры осторожно приблизились, осмотрели распухшее бедро и вместе с коллегами подняли льва на прочные носилки, аккуратно уложив в специализированный автомобиль. Его лапы свисали безжизненно, и казалось, что дыхание с каждой секундой становится все слабее.
Красная дорога Масаи-Мара вела их прямо к ветеринарному центру Нарока. Машина подпрыгивала на кочках, и каждый удар отзывался тревогой в сердцах людей. Но лев дышал, хоть и тяжело, и это вселяло надежду. Они знали, сейчас дорога каждая минута. В клинике команда под руководством доктора Айшимванги немедленно приступила к работе. Льва перенесли на стол, шерсть вокруг бедра сбрили, открыв воспаленную область. Яркий свет ламп обнажил страшную картину. Врачи вскрыли и дренировали абсцесс, промыли его антисептиками и наложили швы, оставив дренаж для выхода жидкости. Ему внутривенно ввели антибиотики и обезболивающие, подключили капельницу и мониторы. Льва поместили в просторную клетку со свежей подстилкой и установили круглосуточное наблюдение через камеры. Первую ночь весь персонал провел в напряжении. Дождь барабанил по крыше клиники, заглушая звуки. Иногда казалось, что дыхание льва замирает, и врачи бросались к клетке, чтобы убедиться, что он жив. На следующее утро он открыл глаза и медленно поднял голову. Когда ему поднесли воду, он пил осторожно, но уверенно. Лихорадка спадала, дыхание становилось легче. Через 3 дня он смог подняться и сделать первые шаги. Рана подсохла, гной больше не выходил, неприятный запах исчез. Его глаза прояснились, в них вновь зажглась сила. Через неделю его перевели в просторный вольер с густой травой и деревьями. Там ему выпускали мелкую добычу, чтобы он заново обретал навыки охоты. Его мышцы крепли, движения становились гибкими. Иногда он поднимался на пригорок и долго смотрел вдаль, словно вспоминая запахи и звуки своей прежней жизни. Джозеф и Даниэль часто приходили навестить его. Их сердца наполнялись гордостью и радостью. Они видели, как лев возвращается к жизни. И вот наступил день. Утром дверь клетки открыли. Ветер саванны ворвался внутрь, принося запах свободы. Лев вышел наружу. Вдали, под тенью акаций, отдыхал его старый прайд. Он остановился и всмотрелся. Самки и молодые особи подняли головы и одна за другой пошли ему навстречу. Несколько львиц потерлись мордами о его шею. Это было молчаливое, но глубоко трогательное воссоединение. Он вернулся. Сильнее, чем прежде. Пройдя путь страдания и спасения, он снова обрел свое место в великой саванне Масаи-Мара. А неподалеку из джипа рейнджеров наблюдали Джозеф и Даниэль. Их сердца были полны тихой радости. Они знали, что стали свидетелями настоящего чуда — второго рождения короля. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.